Аргентина в бешенстве. Взгляд изнутри. Фанат поплатился за пошлую выходку в адрес россиянки. Аргентина, это точно не твоя игра. Если вы следите за чемпионатом мира по футболу, то наверняка в курсе результата вчерашней встречи Аргентины с Хорватией. Латиноамериканцы во главе с Месси проиграли со счетом 0-2-3 и теперь рискуют не попасть в плей-офф. Но это, конечно, не сравнится со скандалом, главным героем которого оказался аргентинский фанат. Когда болельщик из южноамериканской страны просил русскую девушку повторить за ним на камеру неприличную фразу на испанском языке, он и не подозревал, чем ему обернется это, как ему тогда оказалось, забавная история. В Аргентине запись вызвала широкий общественный резонанс и массовое осуждение. О реакции аргентинцев мы узнали из первых уст. Журналист Екатерина Базанова, вот уже несколько лет проживающая в Аргентине, поделилась со Сплетник. Всеми подробностями. Екатерина Базанова, журналист, мачисто намыла. Унизивший русскую девушку аргентинец лишился паспорта болельщика и улетел домой публично извиняться на телевидении. Поездка мечты в Россию на Мундиаль в компании 13 друзей закончилась для 47-летнего предпринимателя Нестора Фернандо Пенави намного раньше запланированного. На матч с Хорватией, на которую предпринимателя был куплен билет, он пойти не смог и в ночь на пятницу вылетел из Москвы в Буэнос-Айрес с пересадкой в Мадриде. Нестора Пенави теперь в лицо знают не только на родине, но и во всех испаноязычных странах. Пару дней назад в сеть попало видео, на котором этот седовласый сеньор дает очень молодой русской девушке уроки испанского, заставляя ее повторять за ним несколько фраз: «Привет, аргентинцы! Приезжайте сюда!» «Я хочу сосать хаи». Новость тут же попала во все местные СМИ. Ярости аргентинцев не было предела. Мужчины и женщины самых разных возрастов оставляли возмущенные комментарии везде, где это только было возможно: социальные сети, сайты газет и телеканалов, блоги. Написали в посольство Аргентины в Москве, выложили в открытом доступе имя и фамилию Седовласова, номер его документов и добрались даже до Google Maps, добавив к страничке магазина по купле-продаже подержанных машин, которым владеет Пенави, штук 10 не самых приятных сообщений. Аргентинские болельщики в России собирались его избить, другие предлагали написать письмо Владимиру Путину и просить его наказать виновного. Накануне утром в дело вмешалось Министерство безопасности Аргентины. Там осудили поведение соотечественника и сообщили, что уже связались с российскими коллегами и попросили не пускать сеньора Нестора Пенави на матчи. Официальный представитель министерства Гильермо Мадейра добавил, что оскорбленной девушке, по его информации, всего 15 лет и, если она и ее семья представят обвинение против фаната, то им дадут ход.
Через несколько часов после этого испуганный и чуть ли не срывающийся на плач голос Пенави появился в эфире аргентинского телеканала «Ciudad Magazine». Он говорил по телефону: «Я приношу извинения за то, что подшутил над этой девушкой. Я приношу извинения аргентинскому, российскому и другим народам. Моим друзьям, моему району, моим детям, матери моих детей. Мне стыдно. Я не такой. Это была пошлая шутка. Это была моя ошибка. Я виноват и прошу у всех прощения». Я сяду с моими детьми, все им объясню и у них у первых попрошу прощения. В городке Вильде под Буэнос-Айресом Нестор растит сына и дочь. Сразу по прилету на родину предприниматель планирует появиться на телевидении и извиниться за свою выходку публично. Для Аргентины эта история стала по-настоящему важной и громкой. К сожалению, родина танго, по оценкам правозащитников, входит в тройку стран Южной и Центральной Америки. Хуже показатели только у Сальвадора и Гондураса, где женщины больше всего страдают от проявления мачизма и гендерного насилия. Но ситуация последние пару лет начала меняться на глазах. Буэнос-Айрес и другие крупные города привыкают к многотысячным правозащитным маршам женщин под лозунгом «Ни una menos». Ни одной меньше, а старшеклассницы и студентки превратились в главную силу, которая заставила Нижнюю палату парламента 13 июня первый раз в истории страны не только рассмотреть, но и одобрить закон о легализации абортов. Аргентинские СМИ стали много и часто обсуждать темы, связанные с правами женщин. Я уже 4 года живу в Буэнос-Айресе и, кажется, в борьбе с мачизмом мы двигаемся в правильном направлении. Что касается сеньора Пенави, то он не единственный болельщик, который обидел русскую девушку и был наказан. Бразильца Филиппе Уилсона уволили с работы из авиакомпании LATAM за видео, на котором он заставлял сразу 3 девушек повторять за ним непристойности на португальском языке. Фото getImages.ru/социальные сети.